Девочки, чем я занимаюсь этим вечером? Во-первых, всем привет. Просто не могу не показать вам. Я тут подготовила, чтобы делать свои бантики на елку. Сразу нарезала, чтобы было удобнее. Сейчас я покажу, что нужно для этого. Я пока нарезала только одну ленту. Вот такую покупала на Wildberries. Сколько здесь метров? 32,9, я так понимаю, метра. Почти 33. Я прикрутила, не прикрутила, а приклеила на скотч 2 карандаша, чтобы формировать бантики быстро. Получается вот такой бантик. И потом я отрезаю вот эти вот штучки, ну, уголочки, чтобы было вот так. Видите, как красиво? Это долго, поэтому что-нибудь включаем на фоне. Посмотрим, сколько получится с 33 метров бантиков. Если что, потом начну вторую катушку. Поэтому сначала формирую бантики, а потом уже буду подрезать, потому что так долго. Так, мне не очень удобно снимать, но я надеюсь, что будет видно. Принцип вы точно поймете. Значит, 2 карандаша. Их очень хорошо приклеить на скотч, чтобы было удобно формировать бантик. Просто прикладываем. Я, конечно, показываю вам в замедленном действии, но это все гораздо быстрее, когда вы сделаете пару бантиков. Значит, просто кладем так и перекручиваем. Завязываем сам бантик сзади и снимаем. Вот так у нас получается. Так, давайте еще раз со всех сторон, чтобы было понятно. Кладем. Сзади так вот перекручиваем. Хоп-хоп. Еще раз. И вот так. Все, готово. Так, наверное, нужно принести штатив и еще раз показать, чтобы зафиксировать, что мы делаем. Кладем. Вот так. Хоп-хоп. И готово. Так, и еще раз с моего ракурса. Так. Сзади крест-накрест. Так. И вот так. Бантик готов. Потом обрежем хвостики. Ну, можно и не обрезать, как вам нравится. Так, девочки, я закончила, но мне немножко не хватило. Но у меня еще целый этот рулон остался. И вот с той стороны у меня там пустовато, поэтому не буду показывать. Завтра доделаю, потому что это очень долго. Я, наверное, часа 3 это все делала и не закончила. Так что эти бантики, это тоже все довольно долго. Но мне нравится, как получилось. Так что у меня с той стороны тоже она пустая. В общем, еще несколько вечеров, потому что уделять еще 3 часа нет. Не знаю, может быть, там завтра полчасика, послезавтра, ну как получится. Хотя я не люблю это растягивать, но просто уже 10 вечера, уже как бы все, нужно заканчивать. Я не очень люблю игрушки, у меня даже их сейчас нет, потому что, наверное, года 2 назад я от них отказалась, потому что это тоже, знаете, надо так продумать, чтобы это было хорошо. Поэтому мне пока хочется сделать такие, скажем так, модные елки, которые актуальны каждый год разные, но когда у меня будет ребенок, я хотела бы украшать елку, конечно, чтобы это была, знаете, такая семейная традиция вместе, но какими-то вот шариками, пускай они будут какие угодно, но чтобы вот это, знаете, была такая вот классная потом традиция и воспоминания. Поэтому пока у меня есть возможность, я делаю, как мне нравится, помодничать. А потом будут у меня и шарики, и не знаю, все что угодно. Еще мне очень нравится, как в этом году тоже, хотя и в прошлом году было актуально с этими сосульками. Вот сейчас с бантиками, но, знаете, сейчас этих бантиков так много. Мне кажется, я пока вот неделю ждала эти ленточки, просто у меня вся лента в этих бантиках, мне как-то уже разонравилось немножко. Но все равно это смотрится эстетично. Ну, на мой вкус, конечно же, это все такое очень индивидуальное. Вот, хороший такой цвет бантиков. Они не белые, а молочные. Так что вот на этой стороне пусто. Доделаю в ближайшие дни. Ну, пока вот так. Проволока, которую я показывала в прошлом влоге, не подошла, она была слишком толстой. И сегодня не было времени искать. Саша увидел в отделе с новогодними игрушками вот такие штучки для игрушек. Но это максимально неудобно. Прям они длинные такие, я намучилась и тяжело вставляются. Но можно просто в садовом отделе такую тоненькую проволочку купить зеленого цвета, по цвету елки. Девочки, включилась, чтобы рассказать вам про эту сумку, которую я показывала в прошлом влоге. Просто влюбилась в нее.
Она, смотрите, какая маленькая девочка, но она просто безумно вместительная. То есть, да, у меня какой-то небольшой набор, но, например, в мою сумочку от Jack Mills вот это вот все не поместится. То есть я сюда еще телефон положу и ключи, а у меня ключи в ключнице, как бы тоже она, ну, как половинка кошелька, и все в нее помещается. Просто бездонное, все, что нужно. И она в самом деле такая красивая, у нее эко-кожа, по качеству очень приятная. Я так хотела себе такую в каком-нибудь молочном цвете или, может быть, белом, но, к сожалению, не нашла. Есть черненькая и очень красивый коричневый цвет. По-моему, там еще другой оттенок коричневого, тоже красивый, но вот этот вот прям идеальный. Короче, вот прям люблю. Второй раз подряд ее беру, потому что очень удобная. Повторюсь, да, еще ключница и телефон поместится. У меня здесь кошелечек. Сегодня беру с собой паспорт. Я обычно паспорт не ношу. Мне, если там нужны на почте документы, я просто права даю. Но сегодня нужно зайти в банк и забрать карточку. Перевыпускала. Тут у меня расчесочка, антисептик для рук, кстати. Если есть возможность где-то купить от Bath Body Works санитайзер для рук, вот этот аромат, это просто что-то невероятное. Он гелевый, я больше люблю распылители, потому что очень часто липкие руки после гелевого. Здесь этого нет. Очень хорошо обрабатывают ручки, никакой липкости, никакой сухости. И этот аромат, который остается на руках, просто потрясающий. Хочется съесть. Я бы купила себе какой-то такой вот спрей. У них, ну, наверное, мне кажется, должен быть. Я просто особо не знакома с их ассортиментом. Просто, знаете, в воздухе распылять, потому что очень классно. В прошлой сумке так кисточка мне не нужна, я не беру пудру. Просто бросила с предыдущей сумки. Тут у меня Clarins блеск и карандашик от Charlotte Tilbury в оттенке Low Top Medium. Вот. И расчесочка, и все, что я вам показала, все поместилось, и еще есть место. Очень рекомендую, цена смешная. Ну что, привет, мои любимые девочки. Мы с вами в этом влоге еще не виделись лицом, поэтому приветствую вас. Добро пожаловать в мой новый влог. У нас сегодня пятница, уже почти 9 вечера, поэтому я не в самом свежем виде выхожу к вам. На самом деле такая очень загруженная неделя, и вообще весь декабрь, короче, конец года, мне кажется, все как у всех. Поэтому я особо не брала эту камеру на этой неделе в руки. Но будем исправляться, потому что, конечно же, есть что рассказать. Во-первых, хочу поблагодарить всех вас за такие теплые, душевные комментарии, которые вы оставляете мне каждый раз, но под предыдущим влогом особенно. Большое спасибо. Обнимаю вас через экран. Надеюсь, что вы это чувствуете. У меня аж заложило ухо. Резко. Так, отложила. Несколько неприятных комментариев тоже было. И знаете, я тот человек, который не любит тратить свою энергию на негатив. И я очень легко прощаюсь с людьми, которые такие очень негативные сами по себе. И уж тем более в интернете я никого насильно не держу ни в коем случае. Поэтому если я могу помочь человеку не видеть меня, чтобы он не расстраивался и не получал какие-то неприятные для себя энергии, скажем так, потому что я, конечно, все равно как блогер, я прекрасно понимаю, что все люди разные, и я не всем нравлюсь, и я к этому отношусь более чем нормально, но просто как бы, ну ладно, окей, то есть меня это вообще никак не цепляет, потому что если наоборот, то это просто, ну, это было бы можно сойти с ума, вот, потому что мы все разные. И я очень не люблю, не хочу там оправдываться перед кем-то, да, но так как у нас с вами здесь формат влога, а мне иногда хочется ответить и на какие-то такие неприятные, скажем так, комментарии, просто для того, чтобы у нас с вами был такой какой-то диалог, и чтобы мы с вами стали ближе, потому что как раз-таки в некоторых таких темах можно поближе познакомиться. А мне, конечно, очень бы этого хотелось, поэтому я сейчас найду. Там прям одно очень так триггернуло нескольких человек. Сразу, девочки, если... Я много раз говорила, если я вам не нравлюсь, просто не смотрите. Я сейчас говорю даже не то, что вот о себе лично, а вообще, если вам кто-то не нравится, не смотрите. Пожалуйста, не тратьте свою энергию, свое время. Время — это самое ценное, что у вас есть. Потому что вы не наполняетесь, а наоборот опустошаетесь, когда смотрите того, кто вам неприятен, не нравится. Поэтому я очень рекомендую вам, вот правда по-доброму всем, если вам кто-то не нравится, в том числе и я, просто уберите это из своей жизни. Это, правда, очень такой вот добрый совет, который я могу просто дать вам. Я понимаю, что, возможно, это как-то банально звучит, но
Так есть, я прошу прощения, я вот просто хочу найти. Так что не разрушайте себя. Я поэтому не советую никому из вас смотреть какие-нибудь там каналы, где очень сплетничают о ком-то, вот постоянно там какие-то темы, да. То есть, понятное дело, что мы все девочки, нам иногда интересно кого-то обсудить, осудить немножечко, это все нормально. Но когда это, знаете, исключительно все вот прям такое негативное, плохое, грязное, и это, как правило, очень часто очень популярно, потому что, ну, к сожалению, людям это тоже интересно. Вот именно когда, знаете, вот прям такая какая-то грязь, вот это вот все про кого-то, именно самое плохое, там что-нибудь вот выдумывать, это все разрушает нас, поэтому ни в коем случае не злоупотребляйте, обязательно отслеживайте это все, в какой момент вам стало это очень интересно и почему. Вот, и почему вы выбираете посмотреть что-то негативное вместо того, что вас наполнило бы чем-то приятным. Так, комментарий. Я в прошлом видео как-то, знаете, может, так эмоционально рассказывала и там говорила, да, про то, что я делаю, что блогерство — это адский труд. Возможно, это не самое подходящее слово, но я человек, и иногда я выбираю не самые нужные слова, да. Но я просто хотела этим сказать, что это тоже очень тяжело, что просто легко ничего никому не достается. И врачом быть очень тяжело. Быть учителем, воспитателем, там, нянечкой в детском саду, строителем, уборщицей в магазине или кассиром в магазине, да вообще кем угодно, очень тяжело. Спасать жизни очень тяжело, физический труд очень тяжело, работать головой очень тяжело. Все профессии очень тяжелые. Ну, может быть, есть какие-то исключения, но это все очень тяжело. И то, что я делаю, это тоже очень тяжело, просто это не всем видно. Поэтому я просто, когда назвала это адский труд, я просто не хотела обесценивать то, что делаю я, потому что, знаете, к сожалению, просто есть какая-то работа, которую не видно. И люди просто не понимают, что это такое. Поэтому я исключительно про себя, для того, чтобы не обесценить себя. Вот. Пожалуйста, вы можете думать как угодно. И вот просто девушка так написала: адский труд блогера. Мне казалось, что вы адекватный человек, а на самом деле все ясно с вами. Отписка. Я искренне, честно, тоже с вами прощаюсь. Благодарю вас за ваше время. И все, что я вот сейчас прокомментировала, да, я просто для девочек, которые понимают, в принципе, что я имела в виду, это говорю. Но опять же, не для того, чтобы оправдаться. Хотя я уже второй раз говорю про оправдание, и звучит, как будто бы я правда оправдываюсь. Ну и ладно, пусть и так. Просто мне действительно хочется быть ближе с вами. И еще вот один такой просто интересный такой комментарий. Магазин закрыли, деньги поделили, и Настя бегом пошопиться. После просмотра не покидает чувство, что на решение девочек это не их принятие, но и семья, потому что невозможно не попадать под пресс мнения и окружения. А более мнительные вообще веру в свои силы теряют с таких советчиков. Сейчас маленько пафосности поуляжется от Насти. Яконье, то есть, но и доброты много тоже у девушки, новых успехов и духоподъемности. Грусти не избежать и разочарованности, не дай бог, и в жизни. Так, вторая часть немножечко такая странная, но ладно. Первое, вообще, просто я иногда не понимаю, ну вот откуда вот у вас такие вообще мысли? Я не понимаю. Даже не то, что касательно меня, а просто у некоторых людей. Вот откуда вы все это берете? Это просто, ну, это так интересно, это правда так забавно. Светлана, я отвечу специально просто для вас. Я написала, что у Светланы богатое воображение, и на самом деле богатое воображение — это классно. Но классно, когда оно работает исключительно вот на вас хорошо. На других не распространяйте, потому что, к сожалению, получается вот так. Опять же, просто для того, чтобы пояснить, абсолютно для других девочек. Я 100 раз, мне кажется, это уже рассказывала, но на свой магазин, который мы открывали с моей подружкой, я заработала сама. У нас также был, можно сказать, бизнес в бизнесе, потому что когда мы открыли магазин, мы продавали изделия белорусского производства, да, то есть уже отшитые. То есть мы брали уже у поставщиков готовые изделия и продавали их. Но также в какой-то момент мы захотели попробовать сами, собственно, мы рассказывали, да, в предыдущем влоге. И получалось так, что у нас был еще один бизнес внутри бизнеса, потому что это совсем другое направление, и это очень-очень большие затраты. Вот. И, конечно же, на это тоже нужны были очень-очень большие деньги. Мне они тоже словно не упали, и я ни у кого их не взяла, потому что для меня это очень важно. На наше решение никто не повлиял. Так случилось, что... Спасибо просто
Я благодарна просто невероятно каждый день своей жизни, что рядом со мной такой прекрасный супруг, который всегда меня во всем поддерживает и никогда не дает непрошенные советы, и всегда поддерживает любое мое решение. Это не секрет, что мне не нужно кормить семью, что мне там нужно просто работать для того, чтобы зарабатывать столько деньги. Так случилось, что, опять же, спасибо, благодарю Вселенную. Мы с мужем вместе уже 10-й год. Ничего просто так нам тоже не упало. Никто не влиял на нас, и у Оли все то же самое, у нее тоже просто прекрасный супруг. Так что никто нас ни в коем случае не отговаривал. Это наш прекрасный опыт. И в прошлом влоге мы рассказали, что мы приняли такое решение не потому, что у нас не получилось, а потому что не так, как мы хотели, а так, как есть, нас не устраивало. Кстати, по магазину я вам тоже сейчас чуть позже расскажу прекрасную новость. Также там, что касательно поделили деньги, мы, кстати, еще их не поделили даже. Поэтому тоже здесь, к сожалению, вы не правы, хотя, конечно же, мы их тоже поделим, и что-то там у нас, естественно, будет. Но да, я очень много покупаю, я очень много трачу. Все, что я покупаю себе сама, ну почти все, там кроме каких-то подарков, это подарков от мужа, я имею в виду, это все куплено за мои деньги. Я хорошо зарабатываю, я постучать на всякий случай, хотя я не суеверная, но знаете, стучу на всякий случай. Все деньги, которые я зарабатываю, это все через большой труд, ничего мне просто так не падает, и ничего мне просто так вот никто не дает, знаешь, там, на, Настенька, вот просто, чтобы ты улыбалась. Я тебе там буду давать каждый день $1000. К сожалению, нет, но то, что у меня есть, я все это очень ценю. Я за это невероятно благодарна, и это все тоже через мой труд. Я, правда, много трачу. Я люблю покупки, я люблю шопинг, я люблю пробовать что-то новое, я люблю, когда есть выбор, и я ни у кого ничего не отбираю, и никому хуже я этим не делаю, и я не должна там перед кем-то оправдываться. Вот. Но у меня все неплохо с финансовой грамотностью, потому что даже когда я зарабатывала совсем немного, я все равно смогла накопить какую-то сумму, да, для того, чтобы у меня, например, было что-то на открытие того же магазина. Не знаю, возможно, я пожалею о том, что я вот так вот откровенничаю, все рассказываю, но мне просто хочется, ну, вы мои подружки, вот я не выбираю какие-то специальные слова, и когда я говорю там адский труд, не воспринимайте всегда это все буквально. Я не говорю, что это сравнимо с какой-то там другой профессией, да, я просто, ну, в общем, я уверена, что мои девочки меня понимают. И в такие моменты, вот в моменты таких откровений, я опять же чувствую, что с кем-то из вас мы становимся ближе, и опять же это очень-очень здорово, и мне кажется, что связь наша с вами еще крепче. Так что вот. По магазину новости, девочки. Очень-очень хорошая для нас с Олей, очень приятная. Сегодня, кстати, моя Оля уехала в мини-путешествие, которое они запланировали со своим мужем. Вот. Сегодня у нас какое число, господи? 13 декабря, и вернется она там после 20 числа. Too Close не закрывается. Это просто, конечно, очень крутая новость. У Too Close меняется владелец. То есть мы сейчас на этапе продажи нашего магазина. Вот, несмотря на то, что у нас ничего нет, у нас там осталось, наверное, только несколько единиц платьев, как я вам рассказывала, да, еще в прошлом влоге, которых мы пошили очень много, и остался самый-самый маленький размер. Но наш физический магазин уже не работает с воскресенья прошлого, то есть уже неделю почти он не работает. И нашлась новая владелица. На самом деле мы не планировали его как-то там продвигать, его продажу. Вот. Но в видео, в котором мы объявили у нас в Инстаграм, сказали о том, что если есть желающие попробовать себя в таком бизнесе, то давайте обсуждать. Вот. И таких желающих появилось несколько. Конечно, это просто невероятно круто, потому что сделана просто огромная работа за эти 2 года. Опять же, это не убыточный бизнес, ни в коем случае. Это хорошо работающий магазин, который мы развивали просто ежедневно, ежечасно на протяжении
больше 2 лет, да. Вот у нас большая клиентская база, большой, очень классный Инстаграм, который мы с Олей делали сами. Все съемки и все стратегии продвижения, все это было от нас. Магазин как бы тоже полностью весь оборудован, укомплектован. И, конечно, у нас тоже очень большая база, с которой мы работаем. И там банально даже какие-то подрядчики, кто там делает там всякие расходники, там, не знаю, пакетики, бирочки, наклеечки. Это тоже все на самом деле, знаете, когда просто приходишь с нуля, и этого всего нет. Это огромный труд это все найти. И у нас, конечно, тоже было очень много там, банально даже с пакетами, мы много у кого их делали и нашли у кого нам нравится там больше, у кого это выгоднее делать. Ну, в общем, тоже очень много таких нюансов. И, конечно, когда ты приходишь, и у тебя уже, грубо говоря, есть такая шпаргалка, просто огромная, ну, в самом деле, у тебя есть просто все. Ты просто можешь вот взять и продолжить, да, там уже учиться на том, что на базе, которая уже есть и которая работала. Это, конечно, очень круто, поэтому у The Close будет новая жизнь. Опять же, да, магазин полностью оборудован, работает на том же месте, там, не знаю, даже банально вывеска, там брендированные вешалки, ну, все, да. Поэтому мы находимся сейчас уже в стадии, когда мы договорились, и, наверное, уже со следующей недели, ну, просто, знаете, еще очень-очень много такой бумажной работы. Ну, в общем, я думаю, что в этом году они уже начнут свою работу. Ну, или в начале следующего, но все же они, как я понимаю, они планируют уже в этом. Вот, поэтому будем с вами продолжать следить. Вот, мы, конечно, с Олей, опять же, очень-очень рады, потому что столько всего вложено туда, и очень круто, что наш проект будет жить. Поэтому, конечно, для нас это просто прекрасные новости. Вот, надеюсь, что для вас тоже, что вы тоже порадуетесь, что мы рады. Девочка, я тут заколола волосы заколкой, и, если честно, не знаю, как я это сделала. У меня маленький экранчик, тут не видно, но извините, пожалуйста, за домашнюю прическу. Фу, что-то так это я столько всего наговорила, что у меня аж пересохло в горле, нужно делать чай. Так что вот, такие новости. У нас такие болтательные влоги с вами. Но пока вот так. Не могу оставить вас без видео, потому что знаю, что вы ждете. Хотя, если честно, думала, может быть, на этой неделе не выпускать, потому что очень-очень много работы, и в связи еще с закрытием тоже дополнительно намного больше, чем обычно. Поэтому никуда не хожу, чтобы там что-то подснять. Знаете, обычно я там ставлю, когда влог снимаю, выделяю время, чтобы сделать какой-нибудь обзор, куда-нибудь сходить, что-нибудь вам показать. Но вот пока вот так. Надеюсь, что вы меня поймете. И за чашечкой вкусного чая, надеюсь, вы его пьете с чем-то вкусненьким или просто за какой-то домашней работой, послушайте мою болтовню. Упаковки, конечно, тоже будут, они никуда не делись. Несмотря на то, что я еще не поделила деньги с Олей за магазин, все равно покупки есть, понимаете? А что потом будет? Я надеюсь, что вы понимаете, что я шучу. Так, одна покупка уже тут, вторая стоит напротив меня. Короче, я вам рассказывала, что я покупала абонемент в спортзал свой, в который хожу. Там была какая-то акция, я покупала сразу на полгода, по-моему. Там была, на самом деле, классная цена, и он был безлимитный. Не был, а есть. И я думала, что я буду ходить на дорожку, но в итоге не хожу. Я хотела в своем идеальном мире ходить каждый день еще на дорожку, да, чтобы закрывать свое окно подвижности, активности, потому что я очень мало хожу, когда на улице холодно. С наступлением осени прям сложно куда-то выйти. Летом, весной мы много гуляем, с Бонечкой, с мужем мы любим гулять, но зимой вообще как-то нет. Но ходила я в зал, наверное, только раза 2. На дорожку я имею в виду, тренируюсь, у меня с дисциплиной все супер, я хорошо хожу, когда знаю, что меня ждут вообще. Никаких даже у меня мыслей нет, чтобы не пойти. Вот. А дорожка — это уже немножко другое, когда думаешь, может, я лучше похожу куда-нибудь, схожу, там, ну, в общем. На самом деле, знаете, еще в чем минус? Во времени, чтобы сходить там в зал, походить час, тебе нужно каждое утро, я это хотела делать только утром, то есть где-то в 7-8 утра, тебе нужно встать, собраться, дойти, прийти, переодеться, походить час на этой дорожке, потом обратно пойти, одеться, прийти домой, раздеться, вот эти, вот знаете, эти все формы туда-сюда, и ты просто, это минимум 2 часа из жизни просто для того, чтобы там сходить час походить. Это не очень удобно для того, чтобы это был вот прям стиль жизни. И я решила, а что, если купить дорожку домой?
Я хотела себе какую-нибудь такую компактную, которая не занимает много места. В общем, в один день я проснулась, в один день, это был вторник на этой неделе, и решила, что мне нужна дорожка. Почему бы нет? Я обычно, знаете, я долго не думаю, когда мне что-то надо, потому что обычно у меня так вот все возникает, и мне надо резко и сразу, ну, потому что я как бы это хотела, это полезно, это нужно, тем более у меня вообще, я нисколько не сомневаюсь в том, что я буду ей пользоваться. То есть это не так, знаете, что поставила и все, потому что когда она уже есть, я буду ходить. В общем, я заказала в 21 веке, я оставлю ссылку, кому нужна. Хотя сейчас я вставлю кадры, я там снимала, когда ее привезли, там на коробке написано название. Она стоила 650 белорусских рублей. Я пропишу, сколько это в долларах, но там был промокод, и она обошлась мне, по-моему, в 615, что-то такое. Вот, привезли в этот же день, принесли домой, все поставили, там Саша мне собрал за 2 минуты. В общем, я теперь хожу каждый день. Я хожу 30 минут утром, 30 минут вечером. Иногда еще в течение дня подхожу и хожу. Вот, я хожу на скорости 7-9, иногда 10, ну тут десятка самая максимальная километров в час, я имею в виду. Я люблю быстрый шаг, бегать я не очень люблю, хотя здесь на дорожке я пробовала, мне бежать гораздо легче, чем на улице. То есть обычно, когда я бегу на улице, я немножечко задыхаюсь, мне тяжело, начинает болеть бок, я думаю, что многие меня понимают. Вот, у меня так просто всю жизнь. Но на дорожке совсем по-другому, на дорожке бежится легко. Вот, поэтому где-то 7-8 километров в день я теперь прохожу ежедневно и с удовольствием. Даже вечером мы там с Сашей смотрим какой-нибудь, не знаю, что-нибудь там, YouTube, сериал, что угодно. Просто сидим здесь. Я сейчас покажу, куда я ее поставила. Вообще классно. Я и в окно могу смотреть, и телевизор могу смотреть. И просто я там 30 минут быстренько походила. Даже Бонечка начала со мной ходить, представляете? Ну, правда, с ней на маленькой скорости. Это так смешно. Она так вообще прикольно. Первый день она там что-то свалила с этой дорожки, а теперь она прям сегодня со мной шла на скорости, наверное, 2 километра в час. Ну, я ее так поставила, и она шла, наверное, минут 8. Представляете? Это вообще прикол какой-то. Короче, вместе с ней теперь будем ходить. Так что дорожка — это вообще супер. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу сразу бренд. Вот здесь вот больше написано. Вечером, когда смотришь сериал, можно походить, или просто утром, в начале дня, тоже перед завтраком или после. Ну, в общем, планирую пользоваться. Я ее поставила сюда, в этот уголочек. Вот как она выглядит. Сейчас покажу, расскажу. И здесь меня можно смотреть в окно, можно открыть тюль. Или на телевизор. А напротив телевизор, да, на противоположной стене. Поэтому очень удобно. Вообще можно ведь снять эту штучку, ну или просто ее сложить, да, и она даже не будет видна, она так хорошо стала в уголочке, потому что в самом деле она мне не нужна. Здесь вот как бы есть место для того, чтобы поставить, я сюда иногда ставлю планшет или телефон, но по сути я так ей особо не пользуюсь этой ручкой, все равно за нее держаться как бы зачем, да, когда идешь. Вот, поэтому вот так это выглядит. Возможно, я ее уберу. Но она мне, правда, не нужна, потому что что-то смотреть на этом уровне не очень удобно, если сюда ставить. Я имею в виду телефон или планшет. Поэтому я, когда иду, я или там телевизор идет, или я там слушаю аудиокнигу, да, допустим. Здесь такой вот маленький пультик, на котором выбирается скорость. Сейчас я вот включу ее. Вот она так включается. И пультиком настраивается скорость. Вот видите? Настраивается скорость, чтобы не шумело, выключу. И здесь показывается количество калорий, которые вы сожгли, время, сколько вы идете, и дистанция. Вот, поэтому, ну, прикольно. Надо еще снять пленочку, я не сняла. Покупка вообще просто супер. Я очень рада. Действительно, теперь хожу каждый день и буду закрывать свое окно подвижности. Движение — это жизнь, это очень-очень круто. И ходить, конечно, это очень круто. Еще я даже не знала, но оказывается, можно брать дорожки. Многие берут на зиму в аренду. Тоже классно, да, потому что зимой все мы поменьше ходим. Следующая моя классная покупка. Боже, девочки, я вижу в этом маленьком окошке свою прическу, это кошмар. Это так смешно. Ладно. Классная покупка. Следующая. Это такой фотопринтер от бренда Xiaomi. Заказала на Wildberries. Я на самом деле давно хотела. И что-то все не заказывала, а потом опять где-то увидела в ТикТоке и думаю, все, мне надо купить. Это, кстати, просто классная идея подарка. Поэтому я решила вам показать тоже. Хотя я вам все показываю. Все покупки.
Это фотопринтер, он может печатать 9500 фотографий. И здесь не нужно менять никакие краски, но сюда нужны специальная фотобумага. Она, к сожалению, дорогая. 48 рублей 20 штук фотобумаги. Вот. А сам принтер, я на Wildberries покупала, стоит 200 рублей. В общем, сюда нужна исключительно специальная бумага, то есть просто обычную фотобумагу вы не можете купить и вставить сюда. Вот. Но все равно идея очень классная. Минусы как бы тоже есть. Она печатает карточки очень маленького размера, то есть это совсем малышки такие, да. Но, например, если вам нужно, если вы любите вести какие-то блокноты с какими-то картинками, там, например, для карты желаний, или просто любите что-то печатать. Хотя мне как бы все равно, мне нравятся вот такие вот маленькие карточки. Я пока только 3 распечатала, хотя 3 упаковки бумаги сразу купила в запас. Вот. Качество печати, вполне нормальное, никаких полосочек нет. Сейчас мы с вами что-нибудь напечатаем, я вам покажу. Просто скачивается приложение, у меня оно есть от пылесоса, и что-то у нас еще есть, я уже не помню. Просто он подключается к телефону вашему, и очень быстро все распечатывается. То есть вы выбираете с телефона, что хотите распечатать, сейчас я вам покажу. И сюда вставляется бумага. С какой же стороны? Вот так. Вот такие вот листочки, они сюда вставляются. Видите, совсем маленькие. И все. Я не знаю, как часто ее нужно заряжать. Я ее только вчера купила. Сейчас вам что-нибудь покажу. Включаем наш принтер. И вот здесь на экранчике сразу все интуитивно понятно. Просто нажимаем «Печать фотографий». Выбираем фотографию. Я выбрала фотографию своей снежинки. Это, кстати, был первый день, когда мы ее взяли. Первая буквально ее фотография. Хочу ее распечатать. Все, нажимаем «Печать» и ждем. Так, все тут подгрузится. Вообще, хочу каждый год распечатывать фотографии, хотя бы такие маленькие, потому что они в электронном виде все теряются. Вот, видите, пошел процесс. Такой звук. На самом деле он тихий. Надеюсь, что на камере тоже слышно тихо. Вот, и тут сразу, видите, тоже, как она печатается. По мере печати вот так вот появляется. Малышка. Посмотрите, какая булочка, боже мой. Цветочек, это, боже мой, собачка это моя. В общем, вот такая теперь у меня фотография есть. Очень классно. Такой маленький формат, кому-то подарить, что-нибудь распечатать, какую-нибудь открытку, например, да, или вот просто там в кошельке носить, в блокнот наклеить, или просто какой-то альбом наклеить, тоже их можно. Очень мило. Я тут просто вчера пробовала, это все, что я распечатала, это 4 фотографии. Это вот мы все тоже втроем. Это мы были в Польше, в каком-то там национальном парке, я уже не помню. Прошлой весной. Это мы с мужем в Греции. А это мы с мужем в Кемере. В общем, нужно собрать все фотографии за каждый год хотя бы. Те, которые хочу распечатать, допустим, там по 20 штук. И заняться этим делом. Вот. Я не буду их никуда вклеивать, скорее всего. Все я имею в виду. А просто в какую-то коробку складывать, чтобы они были пускай и маленькие, но в целом от них такой классный вайб. В наборе у принтера сразу идет 5 штучек фотобумаги. Я сразу купила, чтобы были. Я уже покупала в магазине фирменном у Xiaomi, хотя тоже можно на Wildberries заказать и где угодно. Просто вот как раз была акция 38 рублей в официальном магазине. Поэтому я взяла 3 штучки, и получается в каждой упаковке по 20, итого у меня 60 штучек. И еще одну, кстати, классную хочу вам показать покупку с AliExpress. Я видела это давно в Инстаграме или в ТикТоке распаковку, но как будто бы там с Амазона заказывали. У нас нет Амазона в Беларуси. Но на Алиэкспресс есть. Такой вот выглядит как карточка, как какой-то такой маленький карт-холдер. Это такой мини-штативчик, подставка для телефона. Очень удобно на магните. То есть вот эту штучку, кольцо я приклею к чехлу от телефона. И буду вот так вот его прикреплять и ставить.
То есть вот такой принцип, да. Не знаю, приклеить к моему этому чехлу или нет. Возможно, нет, но это очень удобно, то есть его можно так наклонить. Удобно, потому что можно брать с собой и не занимает много места. Там захочется, ладно, что-нибудь подснять себя, там, не знаю, фотографию сделать, поставить куда угодно. Потому что штатив не всегда есть возможность с собой взять, поэтому оставляю сумку. Она есть разных цветов. Такая вот тоненькая подставочка. В зеркало увидела свою прическу. Прекрасную. Это просто прикол. На следующей неделе, кстати, девочки, у меня день рождения. 19 декабря. Я всегда праздную просто вместе с мужем. Я вообще не человек-праздник. В смысле, какие-то свои вот праздники, дни рождения. Я не люблю праздновать. Я вообще никогда не отмечаю. Мне вот вдвоем для меня это лучше всего. Вот, поэтому, как обычно, буду работать, а вечером обязательно пойдем куда-нибудь праздновать. Не куда-нибудь, а пойдем в Розагазе. Мне очень нравится этот ресторан итальянский, и я просто там много чего люблю. Вот, поэтому для меня это очень хороший вариант. И мне так хотелось бы купить какое-то платье для себя новое, потому что у меня нет ничего такого... Ну ладно, я уже вас обманываю. Но хочется новое платье, такое, чтобы... Не то чтобы нарядное, но какое-нибудь такое, которое я смогу потом носить. Ну, в общем, не знаю, в следующей неделе сходим с вами куда-нибудь в Зару, посмотрим что-нибудь. Хотя на следующей неделе тоже очень много. Вообще, этот год закончится уже, я надеюсь, скоро, вместе со своими какими-то, вопросами рабочими. Вот, опять же, да, по магазину там очень много еще всего. И много куда сходить, всякие госструктуры. Пришла в ванную, чтобы показать вам. Показать отзыв, если можно так назвать. Я вместе с вами открывала коробку новинок от Solimax пару недель назад, и уже, конечно, много всего попробовала. И мнение сформировано уже на все продукты, все девочки. Вот правда, все, что попробовала, все классно. Не знаю, как так. Любимчик мой для снятия макияжа, такие вот пэды. Это, проще говоря, ватный диск такой плотненький. С одной стороны такой немножко ребристый, не знаю, видна вам текстура, надеюсь, что да. И он пропитан жидкостью для снятия макияжа. И он такой большой довольно, то есть мне хватает одного пэда, чтобы снять макияж. Тушь я использую водорастворимую, то есть я ее снимаю водичкой. Снять тон, брови, губы. Вот одного пэда. Просто идеально. Это так удобно. Вообще не нужно отдельно брать ватный диск, не нужно отдельно наносить какое-то средство. То есть все сразу есть. Очень крутой продукт. Обязательно буду пользоваться, обязательно куплю еще. Этот вот тонер, я вам про него уже рассказывала, мне кажется, да, что очень мне понравился, у него минимальный такой расход. И, кстати, тоже многие очень говорят, что это аналог на тонер от Rhode, да, от Hailey Bieber косметика. И я, знаете, хочу попробовать очень тональный крем от Dior, новый в стике вышел, я вставлю картинку, если вы еще не видели, его очень хвалят. И Hailey Bieber показала, как его использовать, этот тональный стик от Dior со своим тонером от Rhode. Вот, я хочу теперь попробовать стик Dior с тонером от Solimax. Вот, поэтому обязательно себе куплю стик. Очень классно, очень нравится. И вот эта вот сыворотка с неоритином, ее хвалят просто все. Мне тоже очень нравится, она классно успокаивает кожу. И если у вас есть какие-то высыпания, просто какие-то невероятные отзывы. Но все свои высыпания лечит мой врач-косметолог, вот, поэтому ничего не могу сказать. Но успокаивает она просто нереально. Какие-то покраснения, воспаления, какие-то вот минимальные, да, покраснения после воспалений. Скажем так, прикольно, очень классно. Тут вообще Нани или Нони, этот экстракт очень популярный и очень чудодейственный. Так что прикольно, классно. Неделя обновила свой шампунь, потому что у меня закончился, я, наверное, не дня три, а раза 3 мыла голову другим. И, о боже, как бы я не любила, чтобы у меня было много продуктов, и у меня так всегда было, есть и будет, но как я его люблю. Вот именно этот пролонгер от L'Oréal с какой-то потрясающий аромат, какой-то... Знаете, я не могу сказать, что какой-то он вау-эффект какой-то необычный дает, но он настолько мне подходит, он так хорошо промывает волосы. Этот, еще раз, извините за повторы, еще раз, этот аромат обожаю. Очень люблю. Кто пробовал маски, вот нужно попробовать мне или нет, потому что мои все-таки самые любимые маски для волос, это, которые есть у меня просто всегда, это Масил 8 секунд и 10 секунд.
Эту баночку покупала 100 раз, наверное. Эту тоже 100 раз. Сейчас мне нравится больше это, потому что эту нужно смешивать с водой один к одному, немножко муторно как будто бы, а эту просто взял и нанес 10 секунд. Если вы любите выжидать маски, это все супер, это классно, но когда вам хочется просто за 2 секунды эффект, ну в данном случае 10 секунд, то вот от этой маски он будет. Еще пополнила свои запасы чая. Муж как раз принес, забрал с пункта выдачи на 21 веке. Я заказываю, ну, очень быстро. Сегодня заказала, завтра пришло. Мой самый любимый, показывала 100 раз. Просто обожаю. Тоже закончился, у меня, наверное, дня 3 его не пила. И прям, несмотря на то, что у меня всегда большая коллекция чая, это мой самый любимый. А здесь у меня кешью. Давно не ела жареный кешью. Тоже заказала, сейчас открою. Вообще люблю орешки. На эти были хорошие отзывы. Очень хорошенькие такие. Хорошо прожаренные. Они не соленые, а просто жареные. Такая солнечная погода. Вышли прогуляться всей нашей семьей. И зашли в Тири. И там появились такие елочки. Тири, если есть у вас. Новогодние из макарон с фисташкой. Думаю, что будет очень вкусно. Так что сейчас у нас будет вкусный чай. Извините, девочки, кого я сейчас соблазнила. Смотрите, солнце — это всегда хорошая новость, хорошее самочувствие, хорошее... Вспомнила, что не показала вам готовую елочку. Вот сейчас при свете дня, знаете, я каждый день включаю огонечки с самого утра, потому что это сразу такая классная атмосфера. Вот, я сзади елку не наряжала этими бантиками, но мне очень нравится. У меня пошло где-то на полная катушка и, может быть, треть второй катушки. Если честно, мне просто уже надоело делать эти бантики. Вот я, получается, потратила 2 вечера. В первый вечер, наверное, часа 3. И во второй, ну не знаю, может быть, там часа 1,5 уже просто надоело. Вот. Но мне нравится, как это выглядит, нравится, как получилось. И я больше ничего добавлять не планирую. Вот. Очень классная, кстати, вот эта штука, которую вы мне посоветовали, но все равно виден ствол немножечко. Ничего страшного. Конечно, если с этого ракурса смотреть, то вообще прям такое большое расстояние, но когда смотришь уже вот так, то гораздо лучше. Я сейчас буду щуриться, но просто не смогла проигнорировать это солнце. Я переоделась, чтобы походить на дорожке, но увидела это солнышко, хотелось мне его скорее словить для вас и вытянуть карту дня. Боже, голубое небо и солнце зимой. Это такая редкость, что так не хочется его пропускать. Так, как обычно, напоминаю, это маг карты, вы сами придумываете значения, ваши первые мысли и есть ответ. Можно задать вопрос, можно использовать, как я, как подсказку на день, на неделю, как хотите. Что ждет меня и моих самых любимых девочек на следующей неделе? Этой стороны, да. Я не успела заметить, что там. Смотрите. Сейчас я переверну. Просто какая чудесная карта. Видите, у девочки фонарь, и она думает, в какую сторону пойти. Как интересно. Не понимаю, будет вам видно или нет. И вот смотрите, что в этих сторонах. В одной сердечке, во второй не знаю. Сейчас прочитаем подсказку, но, по-моему, карта очень хорошая. Видите, эта карта показывает нам, что всегда есть выбор, но я считаю, что можно не выбирать, можно брать все, что хочешь. Поэтому каждый, конечно, решает для себя сам. Выбор — это всегда хорошо, но не думайте о том, что у меня есть только 2 варианта, грубо говоря, а я хочу и то, и другое, но мне нужно выбрать. Не всегда нужно. Так, карта 28. Свет сердца. В лабиринте ночи, где каждый шаг открывает неизведанные тропы, эта карта служит напоминанием о внутреннем компасе, который ведет тебя через тени сомнений к свету истины.
Раздваивающиеся дороги — символы жизненного выбора, где каждая тропинка обещает свои открытия, уроки и радости. Фонарь — это твое сердце, источник силы и руководства, помогающий распознать правильный путь. Так что пускай у каждой из нас будет правильный фонарик, который будет нам подсказывать, куда идти. Вот такая карта, по-моему, прекрасная. Ну что, девочки, будем с вами прощаться. Большое спасибо, что были со мной. Этот влог тоже получился таким очень разговорным. Еще раз извиняюсь за это, но надеюсь, что вам со мной было интересно. И буду рада вашему пальчику вверх. Как обычно, желаю вам самой-самой прекрасной недели, и пусть у вас обязательно случится что-то очень хорошее. Пока-пока.